Привет, друзья! Сегодняшнее видео будет посвящено сравнению технических решений Onkyo Scepter 1001 и Victor FX9. Вот, и те обещал разобрать, но все было как-то не до этого. Но вот чуть-чуть, не знаю, и время чуть-чуть появилось, и желание, поэтому сегодня будем изучать, что ж туда такого прекрасного положили. Вот. Но заранее можно сказать, что и одну, и вторую пару можно отнести к колонкам уровня high-end. Может быть, это не самый высший предел high-end, но тем не менее это уже далеко не рядовые решения. То есть здесь применено все самое такое передовое на момент выпуска. Чуть потише сейчас сделаю, секундочку. Итак, я направил на сцепторы, потому что они у меня так и не получили обзора более-менее полноценного. У Викторов обзор был, только я их еще не разбирал. Поэтому сначала немножечко текста по цифрам. Текст будет переводом с японского, поэтому могут быть какие-то неточности, так как я переводил через переводчик, сами понимаете. Значит, тривиальная по циферкам. Значит, модель 93-го года, Scepter 1001. Цена за одну колонку 150 тысяч йен. Опять же, это продолжатели Scepter 5001. Условно говоря, Scepter 5001 это, я не буду говорить, что это то же самое, это, будем говорить так, старший брат или там отец, там как угодно, да, то есть они были сильно дороже, они были больше размером. К сожалению, я еще пока не имел возможности их послушать, потрогать, надеюсь, когда-нибудь это случится. Но в свою очередь в 90-х годах из колонок классического типа, то есть не столбики, там не полочники, вот именно Scepter 1001 являлись топом. То есть выше этой модели ничего не было. Были модели в виде столбиков и прочее, которые, скажем так, закрывали потребности в других нишах. А именно в форм-факторе классических колонок, то есть прямоугольных, вот именно вот эти 1001. То есть говорить, что это там младшая моделька, еще что-то, неправильно. Да, они определенно упрощены, потому как 5000-е скептеры стоили порядка 400 тысяч за одну колонку, то есть сильно дороже. Но
тем не менее, плюс-минус технологии, какие-то технические решения, уже отработанные там, были перенесены сюда. Вот, значит, по размерам динамиков низкочастотник заявлен как 30 сантиметров, среднечастотник 8 и ВЧшка 2,5. Кстати, у меня уже приготовлена рулетка, я вам вот наглядно на примере Викторов и этих сцепторов покажу, как заявленная тридцатка и там отличается в реальности. Хотя сейчас закралась мысль, что возможно у Викторов заявлено 32, но это не точно. Значит, раздел по частотам. Низкочастотный динамик играет всего лишь до 300 Гц. Среднечастотник, соответственно, вступает на 300 и заканчивает на 3 кГц. Общая частотная характеристика, по-моему, от 25 Гц и, по-моему, до 40 кГц. Что-то я ее не записал. Ну, опустим. Вес одной колонки 49,5 кг. Я когда первый раз, это у меня вторая пара, первый раз, когда с ними познакомился, я, конечно, охренел, потому что в таком форм-факторе колонки обычно даже тридцатки не весят. То есть обычно это килограмм 23, 25, там 27 уже кажется тяжело. Здесь почти 50, то есть без полукилограмма. И даже Yamaha 2000, которые весят 49, их поднимать проще, потому что они больше размером, и ты как бы, ну, эмоционально готовишься к тому, что она большая, тяжелая. Вот, а здесь ты даже готовишься, ты знаешь, что она тяжелая, но все равно она кажется тяжелее, чем есть на самом деле. Но это не так важно, конечно. Ладно, теперь что по тексту. При создании данных акустических систем была поставлена цель воспроизвести как можно больше информации, при этом не добавить ничего лишнего и не потерять необходимого. Ну, в общем-то, тривиальная задача, да, наверное, при производстве любых акустических систем такая цель ставится. Другой вопрос, что какими-то простыми техническими решениями, видимо, ее не так просто достичь. Значит, магнитная система во всех трех динамиках MDCT, это по английская аббревиатура, это, значит, технология магнитного восстановления. Значит, эта система MDCT позволяет усиливать с равномерной плотностью магнитный поток и улучшить разрешение. Ну вот на низкочастотном динамике мы поближе, когда подойдем, сейчас камера на штативе, видно вот снизу такую бульбу. Это не магнит снизу, но это вот некоторый там материал магнитопроводящий. И как вот я с мастером общался, спрашивал, знает ли он, что такое, потому что у 77-х иксовых, 2-иксовых, у них тоже есть такая хренотень. Вот. Ну, в общем, вот он мне также объяснил, что это для равномерности, чтобы равномерно распределить магнитный поток. Я не хочу вдаваться в подробности, в которых я не шибко понимаю, поэтому если кто-то знает больше, я всегда приветствую, чтобы люди, имеющие знания, делились ими в комментариях. Я только за. То есть подтягивать будете и меня, и зрителей. Итак, значит, проводник на катушке низкочастотного динамика сделан из меди частотой 99,999 десятитысячных. Это медь марки 6N OFC. Значит, такая проволока используется для того, чтобы передавать большой сигнал без утечки. Ну, то есть без потерь. Диафрагма низкочастотного динамика сделана в виде конуса из материала, который называется биокрест. Данный материал был создан в результате биотехнологий. Ну, это, наверное, громко сказано, но, в общем, это биоматериал, то есть это не композит никакой. Значит, создание вот этого материала биокреста
было сделано ради улучшения важнейших характеристик диафрагмы. А именно это малый вес, жесткость, высокие внутренние потери и высокая герметичность. Ну, в данном случае герметичность, наверное, правильнее перевести как плотность материала. Достигается, все эти вот вышеперечисленные факторы достигаются путем рафинирования и смешивания целлюлозы хои, которая имеет самую высокую кристалличность среди натуральных целлюлоз. Именно не хвои, а хоя. То есть это какие-то там редкие породы дерева, которые растут там в определенно там строгих местах. Там очень большой текст, ребят. Кому интересно, пожалуйста, это выдержки с Heritage, там более развернутая информация. Ну, я честно скажу, я пока сам прочитал, читаешь вторую строчку, первую уже забываешь, потому что все вот намешано, очень много всего. Но если в 3 словах, то это получается сделанный из специальных пород древесины целлюлоза, ну, для создания этого динамика. Значит, среднечастотный динамик, да, в общем-то, как и высокочастотный, купол сделан из алюминиево-магниевого сплава. Катушка интегрирована в диафрагму, то есть катушка не приклеена к куполу, а является одним целым. Такая конструкция снижает вес вибрационной системы, увеличивает ее жесткость, позволяет реализовать высокое разрешение. И также MDCT, вот эта система, то есть магнитного восстановления, она также внедрена и в среднечастотной, и в высокочастотном динамике. Так, да, это значит, мы подойдем, посмотрим. На сетке среднечастотного динамика установлен магнит по центру, там такая как клепочка. Это магнит кобальт-самария. Он там используется для предотвращения искажений. Так, что у нас тут еще осталось? Значит, информация тут осталась чуть-чуть совсем. Дальше мы пойдем уже смотреть это все наглядно. Теорию с практикой, скажем так, смешивать. Значит, для кроссовера в данной акустической системе компоненты тщательно отобраны. И также кроссовер для низкочастотного, среднечастотного и высокочастотного звена разделен на 3 части. Сделано это для того, чтобы предотвратить взаимное проникновение сигнала. Проводка также оснащена антивибрационными мерами. Мы увидим, что там такая виброизоляция на кабеле имеется на все 3 динамика. Сделано это для того, чтобы сигнал проходил без ухудшения качества от вибраций. Так, ну и теперь еще по корпусу. Я просто сейчас это все зачитаю, потом мы пойдем смотреть, потому что у меня неудобно будет держать и текст, и камеру. В общем, как-то не получится. Значит, сейчас вот сюда вот так направлю, чтобы было понятно, о чем я говорю. Видите, да, толщина стенок. Значит, передняя панель сделана из МДФ хвойных пород высокой твердости. Толщина ее составляет 50 мм. Толщина стенок также 50 мм. И задние в том числе. Это можно будет увидеть, когда будем смотреть внутряк. Там под контакты внутренняя панель. Ну вот здесь будет второй слой, и в нем выфрезерованное отверстие. То есть понятно, что толщина там такая же, как и у боковых и передней панели. Вот, в общем, все вот эти дела, короче, ну в плане толщина вот этих и жесткость этих всех хвойных пород дает высокую жесткость шкафа. Ну, в данном случае шкаф это корпус, разумеется. Также на лицевой панели мы видим закругления. Эти закругления 55 мм позволяют убрать отражение и дифракцию. Так, ну вот, да, много я наболтал, но извиняйте.
Текста много, я не знаю, что там отрезать. Так, ну давайте с динамиков, пока они у нас сняты. Значит, ну вот давайте с маленького пойдем, да. Вот у нас ВЧшка. То есть вот это у нас алюминий-магниевый сплав, как и здесь. Видим двойной магнит через пластину. Здесь заклеено, но это скотч заводской. Мы можем его видеть и здесь, везде. Вот здесь отверстие есть, оно им заклеено, соответственно. Ну, там, скорее всего, еще звукопоглощающий материал внутри. Вот он, значит, среднечастотник. Вот эта пимпочка, кобальт Самарий. Видел я, что шаман, значит, показывал, как это работает. Ну, что магнитится сетка. Но она действительно магнитится. Можно показать вот так вот на вертикальной поверхности. Но справедливости ради скажу, что магнитится она не только на этих колонках. Ну вот на кораллах не сильно магнитится. На 1000-х мониторах, ну так вот, видите, к низу сползает. А на Викторах тоже хорошо магнитится. Вот, поэтому, ну, можно считать так, что сетка является частью магнитной системы не только в этих колонках. Сделано это тоже для подавления там всяких разных искажений. Там объясняется, в общем-то, но я боюсь, не смогу передать это грамотно. Информацию так постараюсь. Тяжелый. Здесь очень здоровучий магнит. Огромный просто. Чтобы вы понимали, насколько он большой. Ну и здесь вот видите отверстия по бокам. Эти отверстия примерно совпадают, где катушка ходит. Но ее вот не шибко там видно. В общем, с магнитным зазором они совпадают. И все это дело соединяется с кабинетом. Здесь отдельный кабинет для среднечастотника. Вот размер. То есть, ну, до хрена. Короче, вот здесь магнит, он прям плотно-плотно. То есть там остается зазор никакущий. Так, ну, до кабинетов мы еще дойдем. Вот у нас, значит, низкочастотный динамик. Вот это вот супер нано технологии. Ну, кстати, на ощупь не сказать, что жесткий динамик. Ну, видимо, все должно быть в меру. Купол вообще мягенький. Вот, и мы вот здесь вот видим, что, кстати, очень тяжелый. Это, не совру, если скажу, что это самый тяжелый НЧ динамик, ну, соответственно, в принципе, динамик, который я держал в руках. Одной рукой поднять его очень затруднительно. Мы видим, что у него на корзине проклеена виброизоляция. Значит, здесь такая, видите, проставка, магнит, и вот эта вот хрень. Вот, ну, то есть вот этот материал, который как-то там, в общем, распределяет грамотно магнитные потоки. Так, ну давайте тогда, наверное, прежде чем мы будем туда, ну или давайте сразу посмотрим, закроем вопрос по Onkyo, перейдем дальше к Викторчикам. Вот они, эти 5 сантиметров, ребята. Собственно, ответ на вопрос, почему они столько весят. Плюс мы, так, вот он у нас кабинет. Ага, он, видите, он еще в глубину устроен. То есть он не просто тоненький, а прям хорошо так он там задемпфирован, наверное, правильно сказать, да? Собран. А да, еще что, видите, вот эти вот, здесь тоже виброизоляционный материал, ну, типа, как вот в автомобилях шумоизоляцию клеят, такую вот жидкую резину. Вот, и здесь вот он, видите, тоже. Значит, все динамики магнитной системой упираются в него, ну, тем самым, чтобы исключить вибрации различного рода. Значит, что касается по кроссоверу, вот это у нас
Кроссовер идет на средний частотник, и он также соединяется с высокочастотным звеном. Это кроссовер у нас идет на низкочастотное звено. И вот мы можем видеть, что да, вот провода на низкочастотное здесь, видите, потолще стоят, толстенькие. И вот кабель у нас виброизоляции. Вот. Ну и также другие кабеля, видно, что они тоже заизолированы. Да, и вот видите, вот где контакты, то есть и есть еще внутренняя вставка, тоже толстая, связки жесткости по корпусу идут. Это, ребят, при том, что колонка фазоинверторная, то есть по большому счету не нагруженная и не, как бы, и не сильно требующая такого вот, ну вот такого супер подхода. Ну, видимо, ребята как бы заморочились и реально делали такой типа high-end, поэтому, в общем, поэтому заморочились. Здесь так, вот здесь я вам хочу показать, это кроссовер высокочастотного динамика. Вот он прячется там. Вот, ну, короче, сделано добротно, то есть сделано так, что, в принципе, вопросов о том, а можно ли сделать лучше, ну, их не возникает. То есть будем говорить, что вот самые лучшие решения, ну, скажем, данной фирмы, опять же, что эти колонки даже не Onkyo, а именно Scepter называются, об этом косвенно говорит. То есть это как бы Scepter, это у них элитарная, в общем, как бы отдельная нишевая. Ну, это даже не марка, ну, в общем, вот типа как у Toyota, там Lexus, например, да, или там Майбахи у Мерседесов, там, ну, не суть. Так, теперь вот у нас, собственно, Викторчики пошли. Да, по отделке здесь натуральный шпон, причем даже задняя стенка отделана. Ну, правда, надо сказать, что задняя стенка не натуральный шпон, то есть, ну, они могли бы вообще не отделывать, поэтому даже так это уже круто. То есть все говорит о том, что это высший уровень из возможного. Вот у нас Викторы. Значит, здесь у нас низкочастотник карбон, а снутри он, видите, такой материал, похожий на бумагу или ткань. Непонятно, к сожалению. Я, конечно, его расковыривать не буду. Вот, ну, в общем, тоже это вот для того, чтобы, видимо, эти внутренние всякие гасить нехорошести. Смотрите, видите, корзина по кругу обнесена войлоком. То есть такое войлочное кольцо, тоже какие-то, видимо, вибрации убирает. Здесь кабели не отсоединяются, поэтому так. Здесь кабель тоже толщенный идет на низкочастотное звено. Плетенка, медь. Все как положено. Так, сейчас я попробую. Вот здесь вот прячется очень крутая вещь. Вообще огромный кондер стоит вот на низкочастотное звено. Вот он. Ну, он прям реально огромный. Я не знаю, как бы с чем его с размером сравнить. Ну, большой. И катушка. Катушка, видите, она залита. То есть она, ну, как закрытого типа, или как ее можно обозвать. Вот она. Вот. Да, кстати, это вот у нас шерсть. Так, вот эти вот все дела из натуральной шерсти. Я когда про Викторы рассказывал, значит, позиционируется, что из натуральной шерсти оно там все это, короче, со звуком хорошо. Так, здесь вот у нас расположился кроссовер на ВЧ-СЧ звено. То есть у нас отсюда идет 3 кабеля. Получается 2 минуса и общий плюс. Вот они у нас сюда приходят. Ну, там, кому интересно, кто разбирается, пожалуйста, я для этого показываю. Может, кто что интересное расскажет. Один товарищ, который очень так серьезно занимается аппаратурой, сказал мне, что здесь все на пленочных конденсаторах, ни одного электролитического.
Но судя по виду, в Onkyo такая же история. Здесь также есть ребра жесткости, вот они прикрыты материалом, они с наружной части есть, да, здесь мы видим фанеру, ну, как, собственно, и говорится в описании к этим колонкам, что передняя лицевая панель сделана из фанеры, тоже каких-то там супер, короче, пупер пород дерева. Значит, видите, здесь из пробки, из натуральной, так, я фонарик уже уберу, из натуральной пробки сделан амортизатор, демпфирующий материал, скажем так. Так, они у меня тут на газетке. Здесь тоже, видите, вот виброизоляция, она прям приклеена к задней части корпуса. Двойной магнит здоровенный. Это так у нас ВЧшка выглядит. Так, и вот он у нас среднечастотник. Блин, его взять так не очень удобно, он тоже тяжелый. Вот так вот сбоку попробую. Смотрите, ребята, у него, видите, магнит к корзине, к лицевой панели через войлок стоит. Задняя чаша, которая делает объем, соответственно, кабинета среднечастотника, ну, либо полностью медная, либо покрыта медью. Я ее, конечно, пилить не буду, проверять. И тоже, видите, такой вот этой битумной изоляцией обклеен. Он и снизу наклеена она, и по бокам. Вот. Ну, как-то так видео получилось затянуто. Ну, как затянуто. В общем, вот пока все рассказал, вот столько наговорил. Поэтому по звуку я сейчас их соберу. Ну и по звуку это будет уже отдельное видео. Благодарю вас за внимание.